Всем привет! Меня зовут Марина, и это канал Делаем Сами. Сегодня я буду делать новогодние подарки. Я покажу 7 интересных идей, а также поделюсь рецептом вкуснейшего печенья, которое не стыдно подарить. Итак, давайте перейдем к первому подарку. Для первого подарка я буду использовать подарочную коробочку размером 27 на 18 сантиметров. Эту коробочку я сделала сама, она у меня будет без крышки. В нее положу бумажный наполнитель, равномерно его распределяю. Этот наполнитель я тоже сделала сама. Неоднократно показывала, как именно, но если вдруг вы не видели, то загляните в описание, там будет ссылка на мастер-класс. В эту коробочку я положу теплые шерстяные варежки с невероятно красивой вышивкой. Как по мне, варежки ручной работы – это отличный вариант подарка на Новый год. Эти варежки связала моя сестра. Да, у нас в семье все творческие люди. Кстати, она вяжет на заказ не только варежки, но и одежду для детей и собачек и отправляет по всей России. В описании под видео я оставила ссылку на ее инстаграм. Обязательно перейдите, посмотрите на вязаную красоту, возможно и вам что-то приглянется. К сереньким шерстяным варежкам в подарок я добавлю серые шерстяные носочки. Ровненько свожу их, чтобы в подарке они хорошо смотрелись. Если честно, как-то они в подарке серо смотрятся, поэтому я повяжу носочки красной атласной ленточкой и добавлю сюда новогоднюю картинку-открытку, подходящую по цвету. Так носочки смотрятся уже намного лучше. В коробочке осталось 3 небольших пустых места, их я дополню новогодним декором. Желательно его тоже подобрать под цвет подарка, чтобы лучше смотрелось. Поэтому здесь я буду использовать искусственную хвойную веточку с ягодками, яркие карамельные трости, небольшую елочную игрушку и маленькую свечу. Получился очень красивый новогодний подарок для мамы, сестры или подруги. Думаю, бабушка будет от него в восторге. А за счет новогодних украшений выглядит он очень атмосферно. Для следующего подарка берем красивую подарочную коробку. Свою коробку я сделала сама. В этой коробке я хочу сделать 6 отсеков, которые потом заполню вкусняшками. Для этого из белого картона вырезаем полоску, которая по высоте будет чуть меньше, примерно на полсантиметра, а по длине больше на 3-4 сантиметра. Дополнительные края сгибаем, приклеиваем двусторонний скотч и снимаем защитную пленку. И затем эту картонную полоску приклеиваем посередине в коробочке. Дальше нам нужно сделать еще маленькие отсеки. Для этого мы вырезаем из белого картона полосочки поменьше. Высота остается прежней, а длина будет зависеть от размера вашей подарочной коробки. Их дополнительные края тоже сгибаем, приклеиваем двусторонний скотч и начинаем создавать дополнительные отсеки. Длина моей коробки 22 см, ширина 14 см, а высота 7 см. По этим размерам самое оптимальное сделать 6 отсеков. В итоге у меня получилась вот такая коробочка. Теперь эти отсеки нужно застелить бумагой. Для этого я купила очень плотные бумажные салфетки. Они двухслойные. Первый слой цветной, а второй просто белый. Аккуратненько помну уголки и разделю салфетку. Нам нужен именно белый слой. Затем эту салфетку делим на полосочки нужного размера. Кстати, вместо плотной салфетки можно взять тонкую пергаментную бумагу. По краям коробочки, по бокам и в центре приклеим двусторонний скотч и снимаем защитную пленку. Берем полоску салфетки, складываем краюшек, чтобы он был аккуратнее, и начинаем обклеивать коробочку. Даже если у вас не будет ровно получаться, не переживайте. В заполненной коробочке это не будет заметно. У меня получилась вот такая коробочка, теперь ее можно заполнять. В свою коробочку я положу финики, инжир, курагу, а также мармеладных червячков. Еще у меня будут орешки макадами и пекан. Все это раскладываю по отсекам. У меня получается коробочка с полезными вкусняшками, но также ее можно заполнить разными видами печенья, разным мармеладом или конфетами. Если вы покупали коробочку, то в конце вы ее просто закрываете крышкой. Но, как я говорила, свою коробочку я сделала сама, она у меня без крышки, поэтому сверху прикрою ее прозрачной пленкой, а по бокам подклею на прозрачный скотч. Получился очень оригинальный подарок, который можно подарить абсолютно любому человеку и не только на Новый год. Для следующего подарка нам понадобятся грецкие орехи. Я их заранее протерла от пыли и грязи. Далее берем стеклянную литровую баночку и складываем в нее орехи. Я советую именно аккуратно складывать, а не сыпать, потому что так получится больше поместить в банку и смотреться будет красивее. В моей банке орешки получается размещать в виде цветочка. Заполненную банку закрываем крышкой и затем из красной ткани вырезаем овал, которым мы украсим верхнюю часть банки.
Обматываем горошко бечевкой, где необходимо поправляем, надеваем новогоднюю бирочку и завязываем бантик. Получилась очень симпатичная баночка с орешками. Конечно, полноценным подарком это не назовешь, но вот как гостинец или дополнение к подарку, такая баночка отлично подойдет. Ну а теперь, как я и обещала в самом начале, я поделюсь рецептом вкуснейшего шоколадного печенья. Для этого берем 113 грамм сливочного масла. Оно обязательно должно быть комнатной температуры. Его размягчаем миксером. Затем в миску добавляем 85 грамм обычного сахара и 70 грамм коричневого сахара. Можно взять тростниковый, но я советую в этом печенье использовать кэроп. Он придает печенью приятный какао-шоколадный вкус и соответствующий цвет. Добавляем щепотку соли и все перемешиваем. Сначала это лучше сделать вилкой или выключенным миксером, чтобы весь сахар не разлетелся по кухне, а потом уже взбиваем миксером до однородности. Добавляем сюда одно яйцо и снова перемешиваем миксером на средней скорости около 1 минуты. Теперь берем 163 грамма просеянной муки, высыпаем в миску и перемешиваем до однородности лопаточкой или ложкой. Если вы любите корицу, то обязательно добавьте ее сюда. 1 или 2 чайных ложек здесь будет достаточно. Готовое тесто я распределяю в миске так, чтобы оно занимало ровно половину места. Для второй части миски нам понадобится 150 грамм шоколада. Это примерно 1,5 шоколадки. Для этого печенья я всегда использую шоколад Россия, темный и горький. И это не реклама. Просто этот шоколад часто бывает по скидке в пятерочке. Шоколад рубим, режем на небольшие кусочки и кубики. Конечно же, вы можете его натереть на крупной терке, но тогда он не так будет ощущаться в печенье. Поэтому я советую шоколад порезать на кусочки примерно по полсантиметра, не больше. Еще нам понадобятся мелко порезанные грецкие орехи. Грамм 100-150. Молоть в блендере их не нужно, они должны быть именно порезанными. Шоколад и орехи высыпаем во вторую часть миски и сюда же добавляем 3 столовых ложки хлопьев Геркулес. Лучше использовать те, которые быстро готовятся. В итоге у нас должно получиться так, чтобы шоколада, орехов и хлопьев было столько же, сколько и самого теста. Поэтому я всегда размещаю тесто на пол миски, чтобы удобнее было ориентироваться. Теперь все это нужно перемешать. Поначалу это можно сделать лопаточкой или ложкой, но потом вам все равно придется запачкать руки, иначе до однородности никак не получится. Готовое тесто получается очень густое. Из него скатываем шарики диаметром примерно по 3 сантиметра. А затем эти шарики придавливаем, чтобы они были толщиной около 5 мм. После этого печенье ставим в духовку на 150 градусов на 29 минут. В итоге получается красивое, ароматное, а самое главное вкусное печенье с кусочками шоколада и орешками. Из такого количества теста у меня вышло 24 больших печеньки. Эти печенья будут отличным гостинцем к Новому году, особенно если красиво их преподнести. Берем стеклянную баночку, у меня она объемом пол-литра, и складываем в нее печеньки. Сверху закрываем крышкой, прикладываем квадрат из крафтовой или пергаментной бумаги и повязываем ленточкой. Здорово здесь будет смотреться новогодняя бирочка. Следующая идея подарка будет бюджетная, но при этом очень интересная. Берем бумажный стаканчик, можно взять повыше или поменьше. Если вы найдете сразу с подходящим рисунком или однотонный, то вообще будет супер. У меня, к сожалению, такого стаканчика нет, поэтому свой буду преображать. Сначала прокрашу его белой акриловой краской, делаю это в несколько слоев, чтобы ничего не просвечивалось. Это будет грунтовка. Затем прокрашиваю основным цветом. У меня это нежно-голубой. Здесь мне уже было достаточно одного слоя.
Дальше нам понадобится рукав для запекания или прозрачная пленка для упаковки подарков. Отрезаем необходимое количество и закручиваем ровно на карандаш или ручку. Главное, чтобы поверхность была круглая. По краю стаканчика приклеиваем двусторонний скотч, снимаем защитную пленку и затем приклеиваем прозрачную пленку, аккуратно разматывая ее. Вот так у нас должно получиться. Теперь давайте заполним стаканчик сюрпризами. На дно насыпаем ароматную соль для ванны, насыпаем не до самого верха, оставляем примерно 3 см. Затем берем бомбочку для ванны, снимаем с нее этикетку, так будет лучше смотреться, но если хотите, то можете ее оставить. Эту бомбочку размещаем сверху соли, потом завязываем бантик и при желании пишем или приклеиваем наклейку с пожеланием на сам стаканчик. Получился очень приятный маленький подарок в виде мороженого. Такой подарок отлично подходит, когда много друзей и всем нужно уделить внимание. Как вариант, этот подарок можно положить в коробочку с бумажным наполнителем и дополнить его приятными мелочами, носочками, ароматными свечами или новогодним декором. Так подарок смотрится еще более атмосферным. Подарочки можно дарить не только в коробочках, банках, но и в пакетиках. И сейчас я покажу, как обычный крафтовый пакетик можно преобразить в новогодний. По шаблону, который вы можете найти в описании, вырезаем елочку из фетра. Я выбрала красный яркий цвет. Удобнее всего такую елочку вырезать маникюрными ножницами. Далее елочку обшиваем бисером и бусинами. Хорошо на красной елочке будет смотреться золотой, прозрачный и белый цвет. Пришиваем бусинки хаотично, как будто украшаем елочку. А на макушку пришиваем или приклеиваем золотой бантик. На обратную сторону наносим термоклей и приклеиваем готовую елочку на крафтовый пакетик. Лучше нанести немного клея по центру, зафиксировать, а потом подклеить края. Так получается аккуратнее всего. Простой крафтовый пакетик заметно преобразился. В него можно положить небольшой подарочек или гостинец. Надеюсь, это атмосферное новогоднее видео вам понравилось, а также вдохновило на создание подарков к Новому году. Пишите в комментариях, какой вариант подарка вам понравился больше всего. Задумывались вы уже о новогодних подарках или нет? Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы на нем первый раз. Ну а я, как всегда, побежала готовить новое видео.